Армия обороны Израиля сообщает, что в секторе Газа в бою пал солдат Давид Шакури, заместитель командира 601-го батальона инженерно-боевого корпуса. Он из Реховата. Сейчас фотографию военного вы видите на своих экранах. Светлая память. «7 февраля. Прямой эфир главных новостей Израиля на Радио Мария. Здравствуйте. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. 32 из более чем 136 заложников, которых удерживает Хамас, к сожалению, уже нет. Ссылаясь на конфиденциальную оценку, проведенную сотрудниками израильской разведки, издание The New York Times сообщает, что 32 заложника лишены жизни. Эта цифра больше, чем предполагалось ранее. До сих пор Цахаль подтверждал, что 29 пленников, по всей видимости, уже нет в живых. Помимо 32 подтвержденных заложников по оценкам Цахаля и неподтвержденным данным, нету в живых еще как минимум 20 заложников, говорится в материале The New York Times со ссылкой на 4 военных чиновников, которые говорили на условиях анонимности. То есть по меньшей мере из 130 заложников 52 уже нет. Пока что сообщается, что семьи 32 заложников были проинформированы, заявили официальные лица и подтвердили, что большинство из них лишились жизни еще 7 октября во время нападения Хамас на Израиль. Их тела террористы Хамас увезли в Газу. Главные новости Израиля. Официальный представитель Цахаля Даниэль Агари прокомментировал сообщение, которое появилось в The New York Times, заявив, что военные подтвердили, что 32 заложника, по всей видимости, погибли. Еще по меньшей мере 20 также могут быть лишены жизни. «Мы работаем всеми способами, чтобы вернуть заложников домой, и собираем о них всю информацию», добавил Агари на вечерней пресс-конференции 6 февраля. Цахаль сопровождает семьи заложников в эти сложные и трудные дни, а наши представители предоставляют семьям любую подтвержденную информацию об их близких. Это были слова представителя Цахаля Даниэля Агари. Тем временем Катар получил положительный ответ от Хамас на рамки сделки по освобождению оставшихся заложников. Об этом заявил премьер-министр Катара. Выступая на пресс-конференции, катарский премьер прокомментировал, что ответ Хамас уже направлен Израилю. Президент США Джо Байден подтвердил, что группировка Хамас отреагировала и что произошло, цитирую, «некоторое движение по вопросу о заложниках». Был ответ от Хамаса, он кажется немного преувеличен, говорит Байден, но сейчас переговоры продолжаются. Конец цитаты. Также администрация Байдена получила положительные отзывы о том, что Саудовская Аравия и Израиль готовы продолжать переговоры по нормализации отношений. Об этом сообщил журналистам представитель национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Кирби говорит, что Белый дом также все еще работает над более длительной гуманитарной паузой в секторе Газа, а также отдельным соглашением об освобождении заложников. Далее к другим событиям. В Цахале заявили, что 6 февраля нанесли удары по объектам Хизбаллы на юге Ливана. По данным армии обороны Израиля, в местах ударов были наблюдательные посты, а также другая инфраструктура, которая используется группировкой. Также военные прокомментировали, что сирена, которая сработала в приграничных районах в связи с подозрением на проникновение дронов, была ложной. Главные новости Израиля.
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич говорит, что недавние учения Цаля, имитирующие похищение палестинцев израильскими поселенцами, напоминали, цитирую, «кровавые наветы». «Никогда такого не было», – сообщил Смотрич. Это немного напоминает кровавые наветы, в которых утверждалось, что крестьянских детей забирали и что из них готовили мацу. Нам не нужно одевать солдат в жилеты, говоря, что они враги, и называя их поселенцами. Я же напомню, что на кадрах учений, которые мы показывали и во вчерашнем выпуске, видно, что несколько солдат были одеты в жилеты, которые обозначали их как вражеские силы. Это является обычной практикой на военных учениях. Позже начальник штаба Цаля Герци Алеви принес извинения, цитирую: «Цаль сражается на всех аренах в Иудее и Самарии. Проведенные вчера учения были призваны подготовить силы к действиям в самых разных сценариях с целью повышения их боеготовности. Однако сценарий, который рассматривался, не должен был практиковаться и является ошибкой. Мы проведем расследование. Мы приносим извинения всем, кто пострадал от этого». Конец цитаты. Напомню, что ранее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от Цаля провести расследование этих учений. Представитель Цаля Даниэль Агари заявил, что военные обнаружили документы и другие материалы в туннеле Хамас в секторе Газа. Документы указывают на прямые связи и координацию Хамаса с Ираном, цитирую: «Мы нашли официальные документы Хамас за 2020 год, в том числе подробную информацию о средствах, переведенных из Ирана в Хамас, а также Яхье Синвару. Все это было в период с 2014 по 2020 годы. Более 150 миллионов долларов Иран перевел Хамас». Это еще один пример того, как Иран экспортирует террор на Ближний Восток. Это глобальная проблема, говорит Агари. Агари добавляет, что в том же туннеле военные обнаружили сейф и сумки, в которых было более чем 20 миллионов шекелей. Главные новости Израиля. Президент Израиля Ицхак Герцог 6 февраля встретился с руководителями принадлежащего Китаю гиганта социальных сетей TikTok, чтобы обсудить распространение антиизраильского и антисемитского контента на платформе, особенно после нападения на Израиль Хамаса 7 октября, цитирую: «Мы должны бороться с ложью, где бы мы ее не обнаружили, на улицах и в социальных сетях, чтобы предотвратить манипулирование и негативное влияние на общественное мнение среди следующих поколений во всем мире», говорит Герцог. «Я благодарю руководителей TikTok за этот честный и открытый разговор, а также за их готовность решить эту жизненно важную задачу», сказал президент Израиля Ицхак Герцог. В Иерусалиме и Бет-Шемеше вчера, 6 февраля, проходили протесты ультраортодоксальных евреев. Они блокировали дороги и ругались с полицией. Протесты начались после того, как тело 13-летнего мальчика, который накануне скончался при невыясненных обстоятельствах, было решено отправить на судебно-медицинскую экспертизу, процедуре, которую ортодоксальные евреи считают неприемлемой. По данным полиции, демонстранты устраивали поджоги, повредили окна автобусов, бросали яйца и бутылки. По меньшей мере 5 человек арестовано. Протестующие также кричали на ультраортодоксальных женщин, которые вышли из одного из заблокированных автобусов и требовали, чтобы их пропустили. Мужчины харидим называли их не еврейками, а также, цитирую, «шлюхами». Главные новости Израиля. Во вторник, 6 февраля, было подано заявление прокурора в отношении 34-летнего жителя Тель-Авива, который, напомню, месяц назад лишил жизни 36-летнюю российскую туристку на улице Дизингоф. Следователи отдела по борьбе с преступностью Тель-Авивского округа провели сложное расследование. Кроме того, обвиняемый пытался напасть на полицейских, пришедших арестовать его после того, как он сбежал в Иерусалим.
В ближайшие дни прокуратура намерена предъявить ему обвинение. Напомню, что 18 января поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу улица Дизингов, 142. В сгоревшей квартире была найдена российская туристка без признаков жизни. В ходе расследования также выяснилось, что мужчина ранее был близко знаком с потерпевшей и до этого несколько раз разговаривал с ней по телефону. Продолжаются главные новости Израиля на радио Мария. Напомню, что на наш канал совершают атаки недоброжелателей. Чтобы не потерять связь с нами, подпишитесь уже сейчас на наш резервный YouTube канал. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Если же мы не сможем выйти в эфир на этом канале, эфиры начнут выходить на резервном YouTube канале Радио Мария. Помимо этого, поддержите наш основной канал, на котором вы сейчас смотрите это видео. Поставьте свой лайк, напишите комментарий и подпишитесь на Радио Мария. Вам спасибо, а мы продолжаем. 6 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара Нетаньяху встретились с представителями семей павших солдат. В ходе эмоциональной встречи премьер-министр и его супруга выслушали от представителей семей истории тех, кто пал в боях в секторе Газа, а также о событиях 7 октября. Премьер-министр Нетаньяху сказал: «Я сосредоточен на главном – полной победе. Эта победа уже в пути. Мы прогрессировали и прогрессируем все время. Наши герои пали не зря. Мы идем к абсолютной победе и не остановимся. Эту позицию представляет подавляющее большинство нашего народа». Есть самые разные комментаторы, которые говорят, что это невозможно. Для меня важно, чтобы вы знали, что это в пределах досягаемости. Семьи поблагодарили премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Одна из матерей отметила, что его слова позволяют ей вставать утром, зная, что миссия, ради которой пали сыновья, будет выполнена. Жена премьер-министра Сара Нетаньяху сказала семьям: «Я благодарю вас за ваше мужество. Ваши дети – наши герои. Своей жизнью они показали нашему народу, что нужно продолжать сражаться за свое существование и стремиться к полной победе. Я обнимаю вас, я люблю вас, и мы всегда будем вместе», – сказала Сара Нетаньяху. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова с вами в прямом эфире. До встречи.